пациента иногда спутанное сознание, шатание, слабость, нарушение памяти. Обследование сделано на аппарате 3 Тесла в ангиорежиме. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 50 лет, дата исследования 02-08-2023 год. Область исследования МР-ангиография. При МР-ангиографии артерий головного мозга, выполненной в режиме 3D TUF-ВЕТ, передние мозговые, средние мозговые, задние мозговые артерии, внутренние сонные артерии, позвоночные артерии справа и слева симметричные по диаметру и интенсивности МР-сигнала. Основная артерия образована слиянием двух позвоночных артерий. Задние соединительные артерии визуализируются с обеих сторон. Аневризм, артериовенозных мальформаций, признаков окклюзии и патологической извитости сосудов головного мозга не выявлено. МР-сигнал от левого поперечного венозного синуса, в медиальной половине, не определяется. Диаметр правого сигмовидного синуса – 6,3 мм, левого 4,1 мм. Диаметр правой еремной вены 7,9 мм, левой 4,3 мм. В остальном вены и синусы головного мозга без особенностей. Заключение МР: картина отсутствия кровотока в левом поперечном венозном синусе, снижение кровотока в левом сигмовидном синусе и еремной вене. Рекомендована консультация невролога, КТ-ангиография артерий и вен головного мозга. 8 августа 2023 года к М. Доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: с артериями головного мозга нормально все. Они правильно расположены, обычного диаметра. Каких-то стенозов, аневризм я не вижу. В то же время нет кровотока по левому поперечному венозному синусу, поэтому снижен кровоток в сигмовидном синусе и еремной вене. Это и может давать жалобы, что вас беспокоит. Я бы рекомендовал проконсультироваться у невролога и сделать КТ с контрастом сосуды, так видно лучше.